Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями, друзья. Не поехала я домой после последней рыбалки, а поехала на следующую реку, которая называется река Березина. И собираюсь половить здесь с ночевкой. Посмотрим, что у меня из этого получится. Там выход из поворота, здесь получается, наверное, прогон. Вот здесь вот подбивает, здесь может какая-то ямка есть. Сейчас проехолотим, все это дело посмотрим. Буду ловить чисто на фидеры. Как видите, водичка прозрачная, дно такое песочненькое. Нашла новую поляну. Она у меня здесь вот такая вот просторная. Здесь даже остался костер после предыдущих людей. И вот здесь вот себе под берегом на расстоянии, по-моему, 20 оборотов или 19 я нашла точечку. Глубина ловли будет составлять 2 метра. Попробуем начать с крючков 12 размера. И я думаю, что 0,14 лески. 0,14 сейчас не нашла. Начну тогда с 0,28 и 12 крючков. Сейчас забрасываюсь. Начинаю потихонечку раскармливать, ловить. Могу сказать, что сзади гроза идет. Каждых 2 секунды гремит. И начну давайте с одного опарыша. 2 мотылей. Хотела сесть вот так вот поперек бросать, но течение настолько сильное, что у меня даже 140-граммовая кормушка, она прыгала, понимаете? Корм с предыдущего места у меня остался светлый, со свислочи. Немножко печива сюда. Опа. И у меня первая поклевочка, ребят. И первая рыбка какая-то. И у меня вот такая вот первая плотвичка красивая. Продолжаю. Так, первый заброс принес рыбку. Не очень хорошая примета, но я надеюсь, что все будет хорошо. Опа. Есть еще одна рыбка. Какая-то не крупная, но какая-то рыбка. Ага, это, ребят, уже густерушка. Оп, поклевочка, ребят, еще одна. Небольшая. Ну, меленькая рыбка есть, это уже хорошо. И поклевка хорошая, ребят. Опа. Была хорошая поклевка, но не засеклась рыбка. И у нас, опа, такая красивая густера, но такую густеру я собирать не буду. Меленькая. Отлично. Есть густера, будет какая-нибудь другая рыба. Нам бы не сидеть, а ловить. Получается, вот сидим. Смотрите, какой плот, ребят, плывет. Обалдеть, а? Ничего себе. И сразу вот сплавляются с вещами, совсем там беседочкой. Я, правда, не знаю, что сейчас будет, когда вот эта вот штука дойдет до нас, до сюда. Но, во, прикольно, там с лодочкой совсем плывет плотик. Сейчас буду замешивать корм. Постоянно туда-сюда гоняет грозу.
То одну, то вторую, поэтому то стульчик вынесу, то занесу, то один вынесу, занесу, вынесу, занесу. Пока ничего не клюет. Замешивать буду лещ черный и лещ спорт сладкий. Воду, на которой буду замешивать корм, я буду добавлять сироп Абсолют Брим. Отличный запах, мне очень нравится. А вы думаете, что рыба не клюет? Так вот, пожалуйста, посмотрите. Обалдеть. Ребятки, а вот и первый подлещик. Сейчас посмотрим. 2 секунды. Сейчас. Гурман. Вот традиционный кофе на новом месте. Получается, ловим прямо под берегом, видите? Один выше, второй ниже по течению на одной и той же дистанции. И это, ребят, русло. То есть вот этот, получается, с этого фидера кормежка сносится под тот. С этим мусором глаз да глаз. И какая-то мелочь клюнула. Посмотрим, кто у нас. Это у нас бычок, ребят. Кидали. Смотрите, сколько мусора. 5 минут не прошло. Заварим перловочки. Оп. Термокружки. Ставим сейчас ее на час 20. Час 20. И все будет готово. Пускай настаивается. Ставишь мотыля, ребят. Рыбка моментально обдирает. Там плотвичка, клиничка, густевочка миленькая. Периодически и та, и другая попадаются на крючок. Видите, не обманула. Густера, плотвичка маленькие. Ну, маленькая рыба, это тоже рыба. Плотвичка, ребятки, на 2 кукурузы с опарышем. Такая перловка получилась. В термокружке, видите, она смогла настояться. Час 20 прошло, сейчас пересыплю панировкой. И еще, ребят, я хочу сюда вот так вот пшикать лещом.
рыбка. На перловочку. Перловочка, ребятки, стала работать, а? По какой-то рыбке. О, ребятки, это кто у нас? Что это такое? Елец, ребят. Прикиньте, елец приплыл на перловочку. О, ельчик. Перловочку беру, которую заварила. Надеваю раз. Надеваю два. И надеваю 3. Здесь всегда проверяю карабин, чтобы не был неправильно закручен. И все, и вот сюда набираю корм. Снова на мою перловочку, ребят, густерка меленькая. Вечерний выход, видите, перловочка одна осталась. И снова, ребят, дождь собирается. Прикиньте, вот солнышко вышло, а дальше какая-то туча непонятная. Она нас уже стороной точно не обойдет. Отступила вот этим вот фидером низ по течению еще, чтобы не цепляться там за то, что цеплялась. И на один, и на второй фидер сейчас наживила свою перловку. Корм теперь у меня темный. А у нас тут пополнение на поляне. У нас тут теперь растянут навес. Помните тот, который цепляется за палатку? Мы приняли решение натянуть его между деревьев, чтобы можно было не бегать вон туда в палатку все время, когда начинается дождь, а сидеть под навесом и следить за поклевочками. Так, ребятки, и вот плотвичка. Оп. И все клюет на мою перловочку. Вновь испеченная перловочка у меня. И уже стеночка появилась у нашего импровизированного шатра, шалаша, можно так сказать. Палатка. И здесь навес. Навес с этой стороны. Стена. Клевка как будто бы. Потому что с той стороны ветер, и с той стороны, ребят, идет дождь. Вот. Поэтому если сейчас начнется, мы будем закрыты от него. Людей, ребят, на реке очень много. Кто-то на каноэ, кто-то со спиннингом. Очень много вдоль береговой линии мест много занято. Все отдыхают. Там подтянет одно, подтянет второе. Сейчас посмотрим. Что-нибудь есть. Опять густера. Ну, пока густера, ребят. Густера, плотва вперемешку. Клея. Сейчас была такая вообще почти отдай фидер. И у нас там наглая густера вот такая вот клюнула. Нахалюга. Стало намного веселее, когда сделали перловку. Я, кстати, не думала, что именно с перловкой какое-то дело пойдет. Хотя никто не знает, пошло либо нет. Если бы ее не было, может быть, я бы начала ловить на что-то другое. Но я не начала. Я поставила мотыля, его сразу объела. Так неинтересно. К вечеру стало на то... Ого, что это такое? Ребят, это утки? О, густерка троху покрупнее, такую можно кинуть в садок для численности, так сказать. То маленькую не захотела, то можно. И сегодня, ребят, настоящий ужин рыбака-охотника. Макароны с тушенкой, что вы думали? Вот такой человек.
Приехала на рыбалку, ем макароны. И все, что вам понадобится для супер ужина, это спагетти, либо любые макароны и, конечно же, тушенка, котелок с водой или любая другая кастрюлька. Плотка, плоточка, плотвичка. Продолжает поклевывать. Перестала сейчас рыбка засекаться. Не успеваю на 2 фидера ловить, потому что довольно часто клюет. Густера, плотва. О, видите? Что я могу сказать? Погода меняется в лучшую сторону. Уходят дожди. Сзади вот такой вот закат. Макарончики почти готовы. Сейчас скроем тушеночку и добавим ее макарошки. Вот так. Тушеночку, чтобы она равномерно распределилась по макарончикам. Слила водичку и всю тушеночку, что была, здесь отправляю макарошки. Быстрый ужин. И нужно одеваться. Прохладно после дождя. Комары. У них просто вылет сейчас, ребят. Оп. О, ребят, густера покрупнее, видите, на такого большого парыша. О, представляете? О, вот это доброе утро, ребят. Да, Рамсюшка. Да, рыжая. Да, я сразу покупалась. Юля сходила. Ты тоже хочешь купнуться, да, сходить? Может, не надо?
Вот только, можно сказать, проснулась. Сразу решила сходить в водичку окунуться, чтобы было полегче после ночи. Очень просыпательно. Погода хорошая, солнышко светит. И как только забросила с опарышем крючочек, сразу объела его там. Поэтому я приняла решение оставить перловочку. Гаха. Хочу деревенских чай. Прям вот таких деревенских, понимаешь? Ребят, вы любите деревенские яйца? Пойдем. Что, ты хотел туда? Не, там собака. Оп. Плотвичка есть. А вот ты густерка, точно такая же маленькая, где-то подлещик. Миленькая плотвичка. А, это не плотва, это красноперка, ребят. Не крупная. Вот вездесущая уклея.
Так, как будто кого-то тяну. Оп. Густерка, которая клюнула на опарыша. 2 красных опарышей с кукурузой и мотылем. Так, на перловочку густерка. Для того, чтобы рыбка клевала, ребят, постоянно приходится что-то придумывать. Сначала я приняла решение посидеть на поплавок. На мотыля, густерка, мелкая плотвичка, уклейка. На кукурузу с поплавка ничего не берет. Какой-то такой, типа, бывает затишье. То отходит густера с плотвой, подходит обратно. Это вездесущая уклейка, которая меня бесит. Значит, сейчас на фидер поставила очень длинный поводок. И довольно-таки большой крючок. 0,14 поводок, крючок пинхук, 10 или 12. Глубина здесь небольшая. Людей очень много на реке. Многие уже пособирались, уезжали. Но кто-то неустанно ловит. Я не знаю, как дела обстоят с клевом. Я знаю только то, что на нашем месте, куда мы сели, точно что хорошее поймаем. Потому что собака нашла кишки с большим вот таким вот довольно-таки пузырем. Вот. Единственное, что в кишках был корм зеленого цвета. Это мы, ребят, решили прогуляться, посмотреть окрестности. Вот здесь вот. О, дровишку заберем. Шикарная. Посмотрите, какая старица. О. Ребятки, поклевочка. Есть какая-то рыбка. Опа. Ну такое что-то прикольное. Может, плотвичка какая-нибудь или что? О, ребятки, хорошенькая. Хорошенькая плотвичка. Смотрите, какая мерная. О, за самый кончик попалась. На маленький, на такой крючок, ребят. Ну класс, класс. Опа, на перловочку. На одну. Хорошая плотвичка, ребят. Очень даже. О. Опа, еще одна плотвичка. Пока тут перебрасывалась, может, уже и чаек закипел на костерке. Так удобно, когда целый день держишь костер. Не нужно ни газовая плита, ничего. Да, есть рыбулечка. Сейчас поглядим. Плотвичка, конечно. О, какая красота, посмотрите, на перловочку попалась. Ой, невероятной красоты рыба, чистенькая, посмотрите. Класс. На одну перловку.
Сейчас, ребятки, вот клев успокоился, даже плотвичка на перловку не поклевывает, поэтому я приняла решение сделать покушать. И кушать я буду делать картошку на углях с салом. Быстро, просто. Молодая картошка. Кстати, я раньше думала, что приготовить на костре можно только старую картошку. Оказалось, молодая картошка еще вкуснее, чем старая картошка. Раз. Два. Три. Вот этот вот тент на палатку Lotus тент, а вот этот тент это крыша от шатра Морж. При совместном использовании получился очень даже удобный шалаш, шатер продуваемый. Ребят, минут 20 уже, 25 прошло. Думаю, что картошка с салом готовы. Перестал он даже скворчать, надо доставать. Да, готово. Обалденчик, обалденчик, ребятки, тут такая красота! Смотрите, какая красота! Обалдеть, ребят, смотрите. Обалденно. Идет какая-то рыбка, ребятки. О, хорошенькая, что-то на кукурузку. Идет, 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 идет. Сейчас. О, хорошая плотвичка. Ой, хорошая. Ой, хорошая плотвичка. Вот такая. Ой, она етая, пузатая плотва. Смотрите, какая обалденная. На кукурузку. На одну кукурузку, ребят. Одна мелочевка. Вон, ребят, можете завернуть туда. Блин, такую бы плотву на сушку забрать. Нет. Такая вот прикольная, незапланированная абсолютно рыбалка на реке Березина получилась. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!